Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева, юрист Дубая. Сегодня тема нашего эфира прямого будет очень важная тема для тех, кто живет и работает в Эмиратах или кто трудоустраивается на территории Эмиратов. Очень часто, очень важным вопросом является разграничение понятия ограниченного и неограниченного трудового контракта. Я бы хотела на этих темах подробно остановиться, потому что она вызывает наибольший скажем, путаницу вызывает вопрос. И почему на этот вопрос необходимо обращать внимание, я хотела бы вам разъяснить, рассказать суть и, наверное, попробовать объяснить логику законодателя, который принимает этот закон, именно разграничивая, и в чем является преимущество, и как вам заключать, ограниченный или неограниченный контракт заключать очень часто. И постараюсь вам ответить на вопрос, как начисляется end of service. Вы знаете, да, что в Эмиратах часто, когда мы отрабатываем определенный период времени, все экспаты имеют право получить end of service. Значит, мы на этих основных двух понятиях остановимся. Это трудовое право. Этот эфир, пожалуйста, сохраните, кому интересно в целом понимать по неопределенному, бессрочному контракту, иными словами его называют, или же по срочному контракту. Итак, давайте, смотрите, ребята, самое главное определение, вообще само определение срочного и бессрочного, оно дано в трудовом законе. Все, что я сейчас буду говорить, это все по трудовому закону, он принят еще очень давным-давно, в 80-м году, но туда вносились изменения, но он продолжает действовать. В принципе, вот статья 35-я статья Трудового закона регламентирует порядок определения, что такое бессрочный контракт. В принципе, как привыкли наши понимать все, да, бессрочный контракт, он имеет начало и не имеет конца. То есть, даже если в этом контракте написано, что он ограниченный, но у него не указан срок, точнее, если есть начало и есть конец, он всегда будет срочный контракт. Он именно является с определением, с лимитом на определенный период, когда вас приняли. Как правило, принимается на 2 года, но он не может быть более 4 лет определенный контракт. Это согласно трудовому закону, опять же, статья. Ну, там можно продлевать бессрочный контракт, также можно продлевать на этот же период. Почему важно обращать внимание на срочные и бессрочные контракты? Вообще в целом, с кем заключаются срочные и бессрочные контракты? Это заключается, смотрите, в частности, вообще на практике очень часто принято, что срочные контракты заключаются на определенный период времени с работниками, которые в той или иной области работают. Ну, это могут быть в сфере туризма, гостиничного бизнеса, или это все иные сферы, где связано вот с каким-то сезонностью, может быть, бизнеса. Или же работодатель, в принципе, принято у него так заключать, ему так удобнее работать. Или же бессрочные контракты, как правило, это офисные работники заключаются. И в чем разница? Вообще в определении срочности и бессрочности разница самая главная, друзья, это в порядке увольнения. Очень часто, если вы заключили на ограниченный период контракт, и вдруг вы решили уволиться до того, как правило, допустим, на 2 года вы заключили, вдруг вы решили уволиться. Понимаете, здесь какая логика законодателя, что вы защищены больше, когда у вас ограниченный срок контракта, вас не могут уволить. И если вас увольняют, вам компенсируют. То есть, понимаете, здесь какая логика? Если, например, часто очень бывает, и, кстати, есть такие успешные кейсы, когда мы видим, например, вы менеджер, вы оставили там в своей стране работу, вы уволились, да даже если здесь вы увольняетесь, вы приходите на новое место, у вас планы на 2-3 года, вы уже как бы закупились, я не знаю, сняли жилье, перевезли семью, и вдруг работодатель ни с того ни с чего заявляет, что все, вы больше с нами не работаете, пожалуйста, увольняйтесь через месяц. Ну, то есть, в принципе, есть же такая возможность, есть, и мы видим, на практике такое бывает. И в этом случае вы, как работник, вы защищены в том плане, что вам обязаны компенсировать. Это фиксированная 3-месячная заработная плата за то, что вас уволили. Причем здесь нет такого признака, что вас уволили по уважительной причине. Как бы там ни было, как бы вас не уволили, именно в ограниченных контрактах суд
как правило, на стороне работника. Такого нет нонсенса, что взяли, уволили и вам не возмещают, потому что вы защищены. Но в то же время вы то же самое, в отношении вас зеркальное обязательство. Вы не можете взять и в один день прийти и сказать работодателю: я увольняюсь. Кстати, по закону, что в отношении ограниченного, что в отношении неограниченного контракта, вы должны уведомлять за месячный период, не менее чем за 30 дней. Более можно, более, если вы между вами и работодателем в контракте предусмотрен больший срок, то можно, но меньше нельзя. То есть вы должны письменно уведомить работодателя о том, что вы покидаете рабочее место за месячный период. Если вдруг вы не можете никак отработать месячный период, вы хотите немедленно уйти, вы обязаны также возместить месячную свою заработную плату, в этом случае работодателю. Это тоже ваша обязанность. Итак, переходим, возвращаемся к ограниченным контрактам. Если вы вдруг решили уволиться, вы теряете право на end of service. То есть, если бы вы имели возможность в бессрочном контракте, вы имеете возможность получить свой end of service после года отработки. В срочном контракте, когда вы срок ограничен, вы не имеете права получить никакую выплату, потому что вы, по сути, не отработали свой, вообще у вас нету окончания сервиса. Да? End of service — это, по сути, вот период, когда вы закончили свой контракт. То есть, это понятно, что 2 года это указано в вашем трудовом договоре или указано больше, но в любом случае вы полностью теряете право на получение градуити, даже на обратный билет вы теряете право получения, потому что вы нарушаете условия, то есть вы уходите до окончания срока. Здесь не применяются к вам никакие меры штрафа, кроме как того, что вы теряете то, на что вы бы рассчитывали, если бы вы отработали полный период своего контракта. Таким образом, друзья, самое главное отличие, понимаете, да, по ограниченным контрактам, что и вы защищены, и работодатель защищен, поэтому здесь смотрите сами, как вам удобно. Вот, например, в случае с бессрочными контрактами это гораздо более гибкие условия, то есть вы можете уволиться за месяц, предупредив, кстати, также за месяц предупредив. Если вы вдруг уходите, не предупредив, то есть в соответствии это будет нарушение с вашей стороны однозначно, или вы хотите немедленно покинуть рабочее место, вы можете также возместить месячную заработную плату работодателю и также покинуть рабочее место. Здесь какой еще такой важный момент, друзья? В неограниченных контрактах, когда у вас бессрочный контракт, вы остаетесь, у вас право на получение end of service остается. При этом, смотрите, здесь очень интересная особенность между ограниченным и неограниченным контрактами трудовыми. Если вы получаете, например, в бессрочных контрактах, если проработали от 1 до 3 лет, вы получаете 1/3 того, на что вы рассчитываете, то есть от базовой заработной платы, от базового оклада. Базовая оплата — это 21 день. То есть, если, допустим, у вас условно, ну, скажем, 9000 дирхам, для того, чтобы было удобно рассчитывать, 1/3 от суммы, то есть, если вы увольняетесь с 1 по 3 год, вы получаете сумму 1/3 от 9000 дирхам, это будет 3000 дирхам. Если вы увольняетесь с 3 по 5 год, вы получаете 2/3 от базовой заработной платы. Это вот градуити end of service. Это я уже перешла на end of service. Итого вы получаете 6000 дирхам от 9 положенных. То есть если бы вы отработали 5 и более лет. Кстати, еще одно отличие по срочным контрактам. Если вы отработали 5 и более лет, то все, вы можете увольняться, на вас переходят все те же права, как если бы у вас был бессрочный контракт. То есть я имею в виду, что после 5 лет у вас остается и оклад, ваш end of service, после 5 лет у вас остается право за месяц подать и уволиться. Это еще одна особенность трудового законодательства. Сейчас я рассказываю то, что относится не к DIFC, друзья. Если у вас по DIFC правила, там немножко отличается, и Абу-Даби Global Market тоже, у них существует свой закон. Итого, друзья, смотрите, с end of service разобрались. То есть, если вы отработали 5 и более лет, вы получаете полное право на получение полной end of service, градуити мы говорим. Итак, вы оставляйте свои вопросы, друзья, если интересно. Так, смотрите, что еще хотелось бы обсудить здесь. Кстати, какая сумма считается базовым заработной платой, базовый оклад?
Смотрите, базовый оклад – это та сумма, которая указывается в контракте. Вы замечали, если вы, ну, кто здесь больше работает какой-то период времени, вы замечали, в контракте указывается такая маленькая сумма базовой заработной платы и плюс какие-то начисления, это транспорт, телефон, жилье. Эти все надбавки, друзья, они не относятся к базовой заработной плате. Базовая заработная плата – это будет та маленькая сумма, которая будет у вас прописана, допустим, как они у нас любят, да, 2-3 тысячи дирхам указывают, и там плюс до 5, до 6 тысяч дирхам, может быть, до 10 доводят. Но они доводят там школа детям, транспорт, телефонная связь, может, жилье и так далее, то есть какие-то надбавки. Эти надбавки, они не являются базовой заработной платой. У вас вот этот вот end of service будет рассчитываться от этой маленькой, небольшой суммы, за исключением комиссионных, друзья. Если у вас есть пособия какие-то комиссионные, именно, знаете, за такие достижения в работе, у нас же тоже есть, когда получают базовая заработная плата одна, а в основном все мы работаем на комиссию. Поэтому если суд видит, то есть это все, кстати, решается судом. И кстати, запомните, что согласно закону, статья 60, какая там была статья? Если интересно, скажите, я потом статью скажу. Незаконное удержание любых, вообще автоматом работодатель у вас не может удерживать никакую сумму. Это, как правило, они привыкли так делать, но это незаконно. То есть там даже самый максимум, что может удерживаться по решению суда, это не более 50% от вашей заработной платы. То есть нет такого, что взяли там по каким-то обязательствам, решили, что вы им должны, работодатели, и все это автоматом списывает. Но опять же, друзья, это как сложилась практика и как на самом деле по закону. И третье, конечно, это как суд определит. И суд будет на вашей стороне в плане начисления базовой заработной платы. Если даже они указали, что у вас там, я не знаю, 3000 базовая заработная плата, а вы получаете там 20 тысяч дирхам с учетом всех ваших комиссионных, каких-то квартальных, премиальных, то есть это как-то к вам идет как комиссионные проценты ваши, то суд учитывает это, суд обязательно будет рассматривать в совокупности, вникать в эти детали, и ваша задача это доказать. Ну, опять же, не все же идут в суд судиться, и как бы стоит ли это того, ну, то есть это опять же отдельно нужно разбирать, вам садиться, думать над этим. Если кому интересно, значит, эти статьи 137 и 138 статья Трудового закона, это по начислению end of service, друзья. Это была основная информация. Я, по-моему, все сказала по срочным, бессрочным контрактам, постаралась так сжато. Если у вас есть вопросы, вы можете их писать, я буду освещать далее в своих видео, в эфирах. И в частном порядке можете обращаться, подписывайтесь, еще у меня есть телеграм-канал, где я скидываю все новости трудовые, в том числе, вообще все новости по Эмиратам, это свежие новости в области права. И того, по-моему, я все рассказала. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я сейчас посмотрю, где у меня здесь. Так. Кстати, спасибо большое, что... А как быть, если компания платила? Нет, смотрите, вы не обязательно уезжать. Вот вопрос у меня такой, да, как быть, если компания оплатила реалокацию в ВАОЭ, а через год спустя решила обратно на работу, ему нужно будет уезжать обратно на родину. Хороший вопрос, смотрите, вы либо уезжаете, вам покупают билет, либо вы приносите смену статуса. Вы должны сменить статус резидент, то есть... Когда вы трудоустраиваетесь, у вас виза на определенного работодателя. Если вы сменили работодателя, вы просто приносите change статус, что вы уже на визе другого работодателя. Либо он обязан вам оплатить, если это бессрочный, друзья. Если это бессрочный контракт, увольняетесь вы по своей воле или работодатель вас увольняет. Кстати, вот по бессрочным контрактам, опять же, да, более гибкий, почему я говорю, что работодатель может с вами договориться, и в принципе вы можете расторгнуть ваши трудовые отношения, в отличие от ограниченного срока, когда вы не можете, работодатель не может просто взять вас и уволить, потому что я вас не рассматриваю, вы мне там не нравитесь. Даже если я вам не нравлюсь, извините, оплатите 3 месяца, компенсируйте все мои издержки, то есть то, на что я рассчитывал, сменил. И, кстати, очень даже есть интересные сейчас кейсы, когда выигрывают, в основном это британцы, друзья, есть часто такое, когда они меняют жилье, у них такие хорошие зарплаты, они рассчитывают, и раз приходят, а тут им говорят, вот вам облом, да, грубо говоря, такая вот
получается ситуация неприятная для работников. Да, кстати, отпускные вам выплачивают обязательно. Обязательно выплачивают вне зависимости от причины увольнения. И в случае срочного, и в случае бессрочного вам обязаны выплатить все отпускные. Только в отношении срочного контракта, если по вашей инициативе вы расторгаете до окончания срока, то вы получаете только свою заработную плату, только отпускные, только долги, которые вам должен работодатель за прежние какие-то не знаю, там сверхурочные работы, может быть, что-то осталось, у него долги по каким-то отпускным в том числе. Вот это он вам обязан, больше он ничего не обязан, даже он билет вам не обязан, если вы сами инициировали, значит, у вас есть возможность уехать. И здесь уже, извините, это ваша ответственность. Если у вас бессрочный контракт, то работодатель обязан вам, даже если вы инициировали, он обязан вам билет купить, если вы уезжаете в свою страну. Если вы не уезжаете, вы должны принести смену статуса, ну, смену резидентства. Почему я говорю? Потому что когда работодатель несет ответственность за своего работника, ну и там, конечно, вам месяц должен, не менее месяца должен дать срок, чтобы вы сменили, во-первых, виза будет у вас пока месяц, пока вы будете еще, если жилье он предоставлял, то вы опять же будете жить, продолжать. У меня часто вот недавно спрашивали, могу ли я продолжать жить. Да, вы можете продолжать жить на территории, которую предоставил accommodation вам работодатель, потому что это предусмотрено законом. Вот. Ну, друзья, если там вникать в каждую ситуацию, в основном права где-то нарушаются, где-то соблюдаются, где-то пошла практика суда, где-то пошла такая, скажем так, искаженная практика. Но на самом деле, я надеюсь, что этот эфир вам помог. Оставьте свои отзывы, поставьте лайк. Если, кстати, в YouTube я буду размещать это видео, тоже можете там подписаться. В целом информацией буду делиться, отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. С вами была Айман, юрист в Дубае. Пожалуйста, спасибо за внимание. Всем пока.